Друзья мои, всем привет! Меня зовут Артем Нужен, я саунд-продюсер. В звуке я уже очень давно, порядка 18 лет, а рядом со мной сидит Федор Виноградов, ведущий специалист компании Sennheiser. Я знаю, что очень много новинок, которые сейчас очень актуально использовать для видео. И сейчас у нас на столе разложено прям в коробках, навье, так сказать. Что сейчас самое интересное, с чего мы начнем? О чем ты можешь рассказать? Sennheiser делает очень много всяких интересных вещей для видео, потому что мы это дело любим. Мы любим кино, мы любим телевидение, и мы стараемся сделать жизнь людей, которые занимаются видео, легче. И поэтому мы сегодня по большей части расскажем про те вещи из категории plug and play. Просто взял, воткнул, и оно работает. И забыл. Вот как у нас сейчас, вот, например, работает вот этот вот микрофон. Он работает у нас без проводов, и он нас пишет. А это вещь, я даже его могу взять. Их там сейчас только шума конечно, сейчас но будет. это вот, чтобы вы понимали, что это тот самый микрофон, на который мы пишем. Да. При этом это очень хороший микрофон студийного качества. Это широкомембранный микрофон, студийный микрофон, который можно без проводов подключить к камере. Микрофон МК4 – это конденсаторный кардиоидный микрофон. Есть у него вариант МК8, если интересно, потом покажу. Это, собственно, тот же самый форм-фактор, но в нем еще и диаграмму переключать можно. То есть можно кружочек поставить, восьмерку, там, суперкардиоид, в зависимости от тех задач, которые вы решаете. Например, шумно очень сконцентрироваться на чем-то. Если вот вы обратите внимание сюда, вот здесь вот штучка такая, это плагон. Это портативный передатчик, который передает радиосигнал, в который модулирован аудиосигнал, на маленький-маленький приемник. Вот он там вот лежит вот рядом с камерой. Слушай, я тебя не предупредил, но я тебя на самом деле буду мучить, потому что люди хотят знать, сколько же это стоит. Хотя бы приблизительно ты можешь цены нас ориентировать? Тёма, ты попал. Я попал? Да, потому что я инженер, и я специалист по тому, насколько это все очень клево. Я нифига не помню цены. Поэтому, стоп. Когда Тёма будет, когда будем рассказывать про ту или иную штуку, Тёма потом такую подложечку там сделает, и она будет рекомендована розничная. Короче, будет так, да, здесь будет выскакивать такая плашечка. Вот, значит, из того, о чем мы поговорим, значит, ну вот эти вот эту штуку представлять не надо. Те, кто занимается звуком давно, он знает, что это легендарные мониторные наушники. And boom, dance music takes over the world, and the HD25s take over the booths. And never leave. Мои любимые, хочу сказать, компактные, маленькие, удобные, классно прилегают к ушку. Ничего, что я взял на себя роль? Это нужно. Да, коротко. Они очень классно сидят, подстраиваются, подвигаются. Звук просто замечательный. Вот они, те самые наушники. Да, ты просто про них рассказывал, что они там всячески там раскладываются. Да, вот у них оголовье раздвигается. Их очень любят диджеи, хотя изначально их делали как раз для звукооператоров. Когда человек слушает что-нибудь, можно было вот так вот убрать. Но это очень понравилось, вот эта вот фича понравилась очень диджеям. Ну, это диджеи, потому что сидят они все время. Да. Вот. Просто почему мы еще заговорили про ухи, это я просил Тему, надо обязательно об этом сказать. То, что когда вы пишете видео, не поленитесь, пожалуйста, промониторить, что у вас на камеру пишется, собственно. Может быть, у вас адовый пинцет там происходит. Провели весь день, и все ушло в брак. Ну, от тебя могу сказать, как от звукорежиссера, мониторинг это очень важно. Ну, потратьте вы час своего времени, посмотрите в YouTube, как это все настраивать. Все просто уже. Дальше, о чем мы сегодня поговорим? У нас будет очень много интересных штук, которые просто включаются в iPhone. Есть такие задачи, когда нужно записать героя, а у нас просто дырок нет на камере. Вот. Ну, люди не понимают, что такое дырок на камере. Входных отверстий. И тогда вы просто берете, например, героя, кладете в карман iPhone и пишете его на петлю. Вот она. Вот. Это МКE2 Digital. Это вот такая петля. Есть два варианта. Один называется Clip Mic Digital, там подешевле. Петля что-то стоит, наверное... Порядка $200. Я в долларах. Что-то в районе 15 тысяч рублей, что-то такое. Вот, МКE2 Digital, здесь сама только петля аналоговая, просто сама по себе стоит больше 20 тысяч в розницу. Да, поэтому с аналого-цифровым преобразователем, с конвертером от Apogee она стоит, конечно... Подороже. В 2 раза дороже. Да. Но вот хочу вам сказать от себя, так как мы работаем на телевидении, вот это качество звука, которое
мы получаем на нашем российском телевидении. Вот с этих микрофонов вы слышите весь звук. Я более того вам скажу. Все, что вы слышите, как правило, в кино, реплики героев и так далее, потому что буржуйское кино пишется всегда вживую, сразу начисто. Как правило, это вот эта вот петля. Это стандарт кино и телеиндустрии. У нас есть профессиональный петличный микрофон. Вот мы его цепляем за крокодила. Я закрепил вот через специальный зажимчик вот этот проводок не просто так, не для того, чтобы он очень крепко сидел, а для того, чтобы снять микрофонный эффект. То есть, если бы я этого не сделал, то когда шерудить вот так вот проволокой, ну, по той или иной причине человек двигается, да, у вас будет это все, вот это вот шум, грохот от провода. Это специальный такой хинт, который снимает микрофонный эффект. Вот теперь, если вот им обшерудиться вот так вот, это можно было подключить, потом послушать ради интереса, ну, это для отдельного видео, наверное. Вот этого вот эффекта отглаживания вот сейчас вот провода не будет вообще. Я просто еще хотел сказать, существует такое небольшое правило для звукорежиссеров, правило стакана, я его называю. Это рабочее расстояние до микрофона должно составлять вот это рабочее расстояние. То есть вот на этом максимальное расстояние. Поспорь. Но просто для людей, которые не очень сведущие, ты можешь с точки зрения опыта ладно, хорошо, не буду. А если у вас опыта не очень много, то просто вот старайтесь придерживаться вот этого вот правила. Это максимальное рабочее расстояние. Ниже уже хуже однозначно. Я просто хотел, ладно, я уже скажу. Бывают такие тихо говорящие тети и дяди, что просто невыносимо. И вот это расстояние не срабатывает, бывает. И нужно максимально ближе. Если у нее есть воротник, я вешаю прямо на воротник вот сюда. Тоже имейте это в виду. Потому что вытягивать потом соотношение шум и полезный сигнал, шум намного громче, чем полезный сигнал, потому что тебе приходится тянуть. А на постпродакшене еще больше. При компрессии, получается, ты получаешь ужасный звук. Это нужно учитывать. Чем ближе микрофон находится к источнику, тем лучше. Итак, мы закрепили на героя вот эту вот лабуду. Вот это вот, обратите внимание сюда, это у нас оцифровщик Apogee, который цифрует вот этот вот аналоговый сигнал, который побежал сюда, вот по проволоке, он сюда пришел, и он из аналогового сигнала здесь вот на выходе разъема Lightning превратился в числовой, то есть в цифровой. Мы вот сюда вот его воткнули, дальше у нас есть программа MetaRecorder, сейчас я вам ее покажу. Она вообще платная, но если вы включили туда микрофон Sennheiser, она автоматически становится бесплатной. Ну, вот уже индикация пошла. Вот можно показать. Эй. Поговори что-нибудь. Эй, раз-два. Притом вы можете делать несколько сцен, вы можете расставлять метки, с помощью которых потом в Final Cut или в Adobe Premiere вы все это дело соберете. О чем мы говорили? Да. Хотел перебить тебя, не знаю, можно ли вклиниться. Для меня это удобная вещь. Ну, опять же, я ссылаюсь на телевидение, на свой опыт, потому что часто бывает нашим прекрасным ведущим или дикторам нужно переписать фразу. А диктор у нас усвистел куда-нибудь в Казань или во Владивосток, не дай бог, или где-нибудь за границей. Так вот, если у него есть этот чудо-микрофон, он может сделать это по удаленке, быстро записать вам какую-то необходимую фразу, если вы занимаетесь постпродакшеном. И что самое удобное, послать вам прям со своего телефона на почту. Включаем запись, вот он пишет. Вы, например, можете посмотреть уже, с каким уровнем он все это дело пишет. Такая нормальная, хорошая. Нравится колбаса? Ну, такая жирная, да. Такая жирная колбаса. Вот. Жирный звук. И, например, вы разговаривали с героем, вы вели с ним там какой-то блок, а потом он говорит, вы знаете, Артем, мне нужно отойти. Очень срочно. Да, и герой такой встал и ушел. Потому что я, например, давно я думаю, хотел вам показать я хотел, вот чтобы мы с ним поговорили. Вот он параллельно со мной говорит, я не знаю, что будет. Я забыл вам ее показать. Конечно, он меня не слышит, но самое интересное, то, что звук у него пишется качественно. И если у вас задумка в вашей съемке подхватить камеры выходящего гостя, вы можете это прекрасно сделать. Сейчас я не могу вам это продемонстрировать, но это возможно. Вот он сходил, вернулся, что-то принес. Не знаю, о чем он там говорил, мы говорим сейчас в параллель, но... Запикивать не придется, все нормально. Да, хорошо, да. Я просто, это обезьяна. Обезьяна, хорошо. Значит, вторая история у нас может быть... Коробочки. Это вот такая волшебная пыжня.
Да, я уже, признаюсь честно, я уже слышал, как он звучит. Конечно, динамический микрофон, как он лежит в руке, какой он удобненький, мягкий. Если также вы ведете какие-то влоги на улице, и вам важно качественный звук. даже дома. Даже На дома, да. треножечку Вот так поставить. вот на треножечку поставил, сейчас мы продемонстрируем, как он звучит. В комплекте у нас есть два проводочка. Мы, Мгм. собственно, его сейчас вот это вот будем использовать. Это с разъемом Lightning и с разъемом... Я не буду доставать, ребят, ну поверьте, ну там видно. Вот с разъемом USB. USB для чего? А вам не нужна звуковая карта. Если вы, например, пишете все это непосредственно в компьютер, Звуковая карта здесь. звуковая карта здесь. Вы втыкаете это по USB, Мгм. компьютер определяет это как Мгм. звуковую карту, и вы с этим работаете. На самом деле, у этого микрофона это обычный 935 микрофон, по большому счету. Мгм. Но у него здесь не XLR разъем, а мини-USB. Ну вот и приехали. Вот. Потому что оцифровщик Apogee находится здесь внутри. Мгм. И он стоит сразу же после капсуля. Мгм. То есть он оцифровывает сигнал без вмешательства какой-либо коммутации, которая может всякие А, вот помехи так вот дать. безопасно закрывается. И да, она вот так что? вот, да, вот смотрите, Мгм. так. Оп, Оп, и все. и все. Он не выдернется. Классно. Вот. Мы втыкаем его снова в iPhone, Мгм. пошли на улицу. На Например, улицу. вот... А ты запись давай, включай запись. Сейчас я включу запись. Так, я очень волнуюсь. Нужен тембр такой, да, какой-то другой. Здравствуйте. Здравствуйте, мы сегодня на канале MTV. Меня зовут Артем Нужен. Передо мной Федор Виноградов, самый выдающийся крутой специалист компании Sennheiser. Скажите, что нового будет в этом году в вашей компании происходить? В этом году, черт его знает, что же у нас будет нового происходить. Мы будем сосредотачиваться все дальше и больше на объемном звуке, на различных решениях для видеограферов, блогеров и прочих штуках интересных. Ну давайте, кстати, мы хотели сравнить микрофон, как вот звучит. Вот сейчас у нас ручной digital... Handmic Digital. Handmic Digital микрофон, а вот сейчас МК4. Чувствуете разницу? Ну, или не чувствуете. Или не чувствуете? А теперь опять ручной микрофон. Раз, два, три, четыре, Раз, два, пять. три, четыре. Что вам нравится, пишите в комментариях. Да, там Все. Мы просто говорили еще об объемном звуке. Называется это штука Ambeo Smart Headset. Попроще не могли назвать? А что это такое? Ambeo Smart Headset. А у тебя телефон-то есть? Да. Ну, бери. Сейчас будем видео снимать, он потом вам покажет, что у нас получилось. Видео. Что Значит, мне делать? Захожу в видео. это такие наушники. Вот, Ага. вот сейчас Артем их надевает. Это у нас будет. Это левое ухо? Ну, тут не промахнешься. Да, уж точно. Так. Вот, это правое Это ухо. правое ухо. Так, сейчас профессионально сделаем. Ну, оно сделано специально не для профессионалов, поэтому мог сделать это впереди. Блин. Только я так мог хотеть. Вот, смотрите, Так. эта гарнитура, это Ага. не только наушники, это хорошие наушники в Momentum. Стало плохо слышать. Слушай, у них ведь звукоизоляция. У них отличная звукоизоляция. Обалдеть. Это серьезно. Да. Попробуйте один. Я слышу себя, в общем, я как будто... Да. И это еще и гарнитура. То есть, когда у вас зазвонит телефон, вы сможете говорить по телефону. Так, и что сейчас будет происходить? Не запускать нужно видео? Сейчас, подожди. А вот сейчас нам Артем расскажет, что он слышит. Например, вот сейчас. Noise cancellation on. Мы Шумоподавление. включили принудительное шумоподавление. Так, это что значит? Раз. Как ты, насколько ты меня хорошо Ну, слышишь? я тебя плохо слышу, это серьезно. Noise cancellation. Сейчас выключено. Так, и как? Вот сейчас ты меня слышишь? Чуть лучше? Чуть лучше, да. А вот noise cancellation on. Да Там. глухо вообще, капец. Да. Ну, это Так, интересно. дальше. Transparent hearing on. О, И А ты что меня ты- прекрасно слышишь. То есть ты да, ты появился. Да, то есть ты можешь слушать музыку, например, ехать на велосипеде. Так. И прекрасно слышать, что тебе посигналили. О чем хотелось просто еще сказать относительно вот этой вот гарнитуры. Понятно, что в ней можно слушать музыку, можно отвечать на звонки, пока записывать объемный звук. И при всем при этом результат вот этой вот вашей записи объемного звука вы можете прослушать в обычных совершенно наушниках. Единственное, что если вы это будете слушать через колонки, это будет получится стерео. А если вы это будете слушать в любых наушниках, не обязательно даже производство Sennheiser, вся эта штука
Вы услышите вот этот вот объемный звук. Вот. А скажи, пожалуйста, кому вообще необходима вот такая запись? Для чего это нужно? Ну, человек просто фуфан, что ли? Или это может для каких-то игр? Или что это такое? Ну, по большей части, конечно, for fun. То есть вы, например, поехали на какой-нибудь там, я не знаю, на Ниагарский водопад впервые в жизни, скопили и ты денег. хочешь объемный звук. И ты хочешь передать ту атмосферу, которую ты испытываешь. Если интересно, я потом с тобой поделюсь одним видео, которое я записал на высоте там 1000 с чем-то метров. Это на Сицилии. И там прям вот слышно, вот как будто ты там находишься. О, слушай, ну я сейчас представил картину, когда ты в лесу стоишь, и ты любишь вот это релакснуть, и ты хочешь потом дома перед сном включить и переслушать то, что ты сделал утром. Странно звучит, конечно, но ладно. Ну, короче, там нет пределов для фантазии. Да. И не надо городить огород, а нужно всего лишь повесить вот это вот на уши, потому что она пишет так, как это слышишь ты. Обалдеть. Про накамерный звук еще вот такая вот небольшая... Маленькая такая штучка. Какая классная. Накамерный микрофон, у него есть крепление для установки в фонарь, вернее, в разъем для фонаря. Здесь есть... он работает от батареечки маленькой. Вот. То есть, если у большинства DSLR-камер они не дают фантомное питание, а это электретные микрофоны, ему требуется фантомное питание. Вот. Бояться не нужно, обычная 3А батарейка, все, поехало. И, кроме всего, есть обрезной фильтр, который у вас структурные шумы порежет, и проводочек в комплекте. Слушай, ну честно мне скажи, вот сейчас вот это давай сравним. Насколько конкурентоспособен? По размерам? Ну хорошо, я признаюсь честно. Нет, не буду признаваться. Я не могу произносить эти слова. Давай покажем. Просто сравним размеры. Ну, почему нет? Сейчас приду. Ну, короче, парни, у меня не было столько денег, потому что... Ну, как столько денег? Сейчас говорят, что уже не так дорого, да, это стоит, но я пользуюсь вот этой. Там вот сейчас появится, сколько вот это стоит и сколько вот это стоит. Ну, ладно. Я думаю, что мы скоро решим этот вопрос. Я, конечно, за миниатюрность, за удобство. Вот это, знаете, чтобы вот так торчало. Понятно, ветрозащита большая. Кстати, я бы спросил, вот эта ветрозащита разве выдержит сильный ветер? Вот что-то сомневаюсь. Во-первых, это интерференционная трубка, которая, в принципе, боковые шумы все отрезает. Это очень эффективная интерференционная трубка. Поролоновая ветрозащита, конечно, у вас срежет, ну, будет немножечко по верху срез, и прямые задувания, конечно, с этим справиться хуже. Я вам расскажу страшный секрет: для этих микрофонов выпускаются ворсовые ветрозащиты в том числе. Ну, все, хорошо. Я думаю, что скоро я стану счастливым обладателем этого микрофона, да, Федя? Да. Мы подарим точно такой же микрофон тому человеку, который задаст вопрос, на который мы очень сильно затруднимся ответить. Прям сложный в комментах. И мы прям будем морщить лоб. Как же решить эту задачу? Но задача должна быть нетривиальная. То есть не так, чтобы я нахожусь сейчас на Земле, и мне срочно требуется записать звук с Марса. Вопрос, соответственно, про микрофон. Да, вопрос про микрофон. Как решить какую-то очень сложную задачу. Едем дальше. Еще один микрофон. Что ты думаешь о таких микрофонах? Ну, сразу же то, что могу сказать. Для такой камеры, на которую пишу сейчас я, Sony Alpha 6500, но это громоздкая вещь, точно. С другой стороны, если мы работаем на телевидении, и нам нужно его облачить в амортизатор, в цепелин с собакой, в принципе, довольно так себе компактная вещь. Чего обычно не хватает вам, телевизионщиков, когда ты выезжаешь на площадку с пушкой? Ну, первое, о чем я подумал, хочется, чтобы был радиосигнал, естественно, через плагон. А что здесь не хватает? Обычно выехали выехали на площадку, все взяли, вот, а камеру взяли, которая снова не дает фантомного питания. Ну, я не знаю. Бывает такое. А пушку нужно срочно использовать. Ну, подожди, если я говорю о фантоме, который тоже компания Sennheiser производит, он дает... фантомное питание. А здесь мы можем использовать более дешевый плагон. Все знают, да, модель плагона? SKP-100. SKP-100. Тогда как бы вы экономите. А он не дает фантомного питания. Он не дает фантомного. Да. Тогда вот этот вариант подходит. Но в чем прикол этой пушки? Она альтернатива вот чему? МКХ-70, МКХ-60. Что это? Она более компактная. Она дешевая. Она дешевая. Так. Она это полноценный конденсаторный электретный микрофон. Она стоит... При всем при этом она компактная, она универсальная, она очень легкая. Держи. Ну да, легкая.
В комплекте виброподвес такой. Ну-ка. Ну, это когда дешево и сердито. Денег нет, а очень хочется. Ну, хорошо. Вот. Я хотел вам показать одно небольшое свойство такое. Значит, у нас есть петля, здесь была МКЕ-1. Вот же. Вот же она, да. Ну, во-первых, просто хотел обратить ваше внимание вот на этот Это как микрофон. волос, она очень тонкая. Да, это 5 миллиметров в диаметре всего лишь. Да ё-моё. Кевларовая нить, легче на этом удавиться, повеситься. Серьезно, разрезать порвать руки. невозможно? Нет, невозможно. Ты серьезно? Да. А если сейчас со всей силы? Давай. А можно накрутить Да. на палец? Прям со всей силы? Да. Серьезно? Да. Микрофон? Да. Сейчас. Блин, больно. Что, правда? Слушай, я не знал. Так ее удушить можно. Да, и можно горло Закрывать перерезать. Все, 18 плюс вообще ничего. Это очень прочный микрофон, его невозможно разорвать, потому что кевларовую нить человеку разорвать. Подожди, так он вечный, что ли? Он вечный. Вот. Более того, здесь вот, например, вот в этом разъеме там есть специальная петля, то есть его из этого разъема еще выдернуть нельзя. Мгм. И он там То есть, запаян, грубо говоря, у вас заклеен. человек может висеть на этом микрофоне. Да, Зачем я да. говорю? Это очень тоненький микрофон, его можно спрятать. На его основе мы сделали еще и гарнитуру. Это что, новая гарнитура, которую я не знаю или не видел? Нет, Ты даже просто- я знаю эту гарнитуру. Это, нет, ну я не знаю, это Подожди. SpeechLine. Я знаю, простите, DPI 4066. Так. Мы используем вот такую же. А это что, что-то новое, которое... Ну, будет она лучше? выпускается уже в пару лет. Вот, здесь какой-то подвох, наверное. Она стоит в 4 раза дороже, я думаю. Нет, она не стоит 4 раза дороже. Сколько стоит DPI? 4066? Тысяч. Ага. А сколько стоит это? Тысяч. Вот. Ага. Я хотел другую штуку. Потом с DPI проделаешь то же самое. Ага. Значит, сейчас мы с вами немножечко Попить сделаем паузу, мы отключимся. Отключим, сейчас будет полная тишина, что ли? Ты уже так подготовился? Все, Я уже все подготовил, у нас уже идет Ужас. туда звук. Слушай, самое главное, можно я сразу скажу, но я просто знаю, провод здесь очень толстый, вот этот вот, он просто толстенный. Мне кажется, он тоже такой же вот из этого сделан? Да, там тоже кевлар. И что мы сейчас будем делать? Значит, что мы сейчас будем делать? Держи. Вот Держи. нас, наверное, слышат. Вы извините, там, если вдруг есть какие-то структурные шумы. такая вещь, чисто технически мы сейчас Вот. это пробуем. Мы... Что ты хочешь сделать? Сейчас попью. Главное, не описывайся. А теперь мы делаем следующее. Так, И он что? продолжает работать. И он продолжает работать. И вновь продолжает с собой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Проверка связи. Я, правда, не знаю. Мы потом Эй! на постпродакшене мы узнаем. А Может, мы там все щас шипит. Эй! Да, все идет. Всё идет, да? Эй. Но если льется дождь, а приемник у тебя защищен внутри, то есть тебе просто абсолютно пофигу. Ты можешь прям под дождем в страшной ливень работать и писать классный звук. Да, сейчас небольшая будет пауза, мы выключим. Здесь, кстати, есть режим RF mute. Угу. То есть я говорю передатчику прекрати передавать радиосигнал. Прекратил. Да, прекратил, мы включили другой. При этом он продолжает как бы работать, но он не мешает другому передатчику, работающему на той же самой частоте. Ах, вот так вот. Конечно. Подожди, у нас раньше было, как эта функция называется? Пилот on, пилот off. Это то же Не, это самое? нет, это совершенно другая история. Мгм. Я просто сделал мьют радиопередачи. Радиопередача. Вот, при этом мы... Ребята, мы всё- слушайте, я сейчас я тебя прерываю и хочу сказать, что это просто универсальная вещь. Дело в том, что если у вас какая-то сложно-постановочная съемка, и у вас нужно быстро, оперативно, у нас... Что мы сейчас сделали? Да, у вас нет времени переключаться, там, перевешивать микрофоны, продумывать схему. Вы заранее заготовили эту историю. Человек у вас поговорил на этот микрофон, потом вот этот микрофон уже висит на человеке. Что вам остается сделать? Только всего лишь включить, а здесь выключить. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Просто Гениально. мьют, и при этом вы продолжаете мониторить состояние сигнала. Угу. То есть видно, значит, как он работает. Я просто хотел продемонстрировать заметно или незаметно вот на теме Давай. этот микрофон. Вот. Прекрасно. Че? Замечательно. Классный микрофон.
Тут, конечно, провод прячется, естественно. Ты хочешь подключить его? Не, ну, Не, ну если просто хочешь, вот если- мы можем сейчас протестировать, как она на тебе. Не знаю, вы хотите? Да не хотят, смотри. Ну, Да. хорошо, ладно. не буду. Водички попить. Водички, да, немножечко. В заключение. Есть Memory Mic, такая интересная штука. Я думаю, мы про него можем потом поподробнее еще рассказать. На самом деле, это... Слушай, я не знаю, что это. Я слышал об этом. Но я не знаю. Это микрофон, который... О, здравствуй! Иди сюда, извини, потому что я все выключил, но у тебя же... Иди сюда. Тормознулся? Не-не-не. Нет? А что происходит? Иди сюда. Это, смотрите, О, к нам какие- пришел в наш видеоблог Андрей садись. Кисько. Это знаменитейший техник группы... кино смотрите? Да. Так, классно. Вот. Ты не договорил. Это Не знаменитейший могу техник группы «Несчастный случай». Так. Вот, они вот сейчас прямо отправляются в тур в Екатеринбург, и ему нужно просто дать вот киса, извини, пропущенные 4 вызова. Ужас Прости, какой, ребят, прости, пауза. Значит, следующая штука – это микрофон. Он немножечко такой большенький, но это не просто микрофон. А что это рекордер. Рекордер? Да. Он сам себя пишет. Он пишет сам в себя. Так. То есть нам для этого понадобится снова Сам iPhone. себя пишет? Да. Ё-моё. Вот эта маленькая коробочка. Вот это маленькая коробочка. Хорошо. Притом она Продолжай. пишет в себя что-то часов 12, наверное. Вот. То есть можно, в принципе, слетать это прям куда-нибудь и вернуться. 12 часов? В каком Да. качестве он пишет? В CD-качестве, то есть там можно Ага. выбрать разрешение, то есть либо 44.1, либо... Ага, ладно, рассказывай. Видимо, 48, да. работает через какое-то приложение. Да? Оно работает через специальное приложение, созданное вместе в Sennheiser, Apogee. Совершенно бесплатное, скачивается бесплатно. Вот. Для этого нужно подружить телефон Мгм. и вот это устройство. Они синхронизируются через посредством... А, Через какой протокол? По, значит, Wi-Fi они синхронизируются, Ага. но это малого радиуса действия Wi-Fi. Ну то есть это получается только в комнате мы можем это использовать. Да. Мгм. Синхронизация для чего нужна? Вот мы их подружили, начали Так. запись. Так, Мы надели... телефон. В телефон. Так. Надели на Артема вот даже, может быть, скрытую петлю вот такую вот. Ну, такая Я своеобразная. такой красивый э, такой, да, с да. микрофоном иду, Вот. да? Ну, в общем, ее можно спрятать, можно не прятать. И отправили, например, Артема в Улан-Батор. Ну и все, я вышел за комнату, связь Иди. прервалась, и все. Ну и что? Куда идти? Как? В Он Улан-Батор? же продолжает в Улан-Баторе в себя писать, а когда ты вернешься, Так, он эту запись синхронизирует с тем видео, которое ты снимал. он туда зальет материал. Да. Когда он окажется в зоне действия телефона, он просто материал отсюда зальет сюда. И при том точности по меткам Там, где я видео. был? Ну, вот в видео. Видео, ты же останешься здесь. Я видео чего буду писать? Ну, например, ты вот мы сейчас пишем. Ну, вот у видео меня же должно быть синхронизировано видео с человеком, с который... аудио, да. Так, Вот я снимаю видео. так, я уехал в Улан-Батор, ты остался здесь. в Я комнате. стою здесь, я не Так. выключаю Мгм. съемку. Прошло 12 часов. Так, Ты вернулся из Улан-Батора. Мгм. Ну, все это время было какая-то глупая совершенно. Так, люди какие-то ходили, собаки Ну да. бегали, там, Так. вот, я не знаю, там, рушились дома. Да, Вот, например. да, шли дай дожди, была тишина. Мгм. Вот, но при этом на фоне всегда было слышно тебя. Как ты садился в самолет, проходил паспортный контроль. Так, пока не могу понять, как это может быть применимо, классно. О, я, кажется, знаю. Когда Нет, у вас не герой знаю. очень далеко. Ну если герой очень далеко, да, это, конечно, уникальная вещь. То есть, получается, это некое, может заменить, если у человека нет айфона, да, и вот эту вот петлю, которую мы можем туда синхронизировать, подключить и писать, и человеку нужно нажать рек. То есть мы просто даем эту коробочку, нажимаем play, ну там, нажимаем рек, Да. и она пишет все время. Ну, например, И когда- смотрите, у вас малолетний А. сын. Так, И он в первый раз садится на велосипед. Мгм. Я не знаю, он начинает ходить. Вы Мгм. хотите этот неповторимый момент записать. Он настолько мал, что сунуть ему iPhone просто некуда. ну, например, да. Вы вешаете на него вот эту хренотень. Мгм. Вот. И он начал делать свои первые шаги, а вы его снимаете на И iPhone. вякать. Да, Да. и вы не беспокойтесь о том, что подрывает сигнал, не подрывает. Он Ну, просто куда? все Ему запишет. подрывать некуда. Да, он просто Да, в себя все пишет, а потом Слушай, просто... интересная штука, надо Ну, в общем, протестировать. Да, да, Хорошо. Вот такая штука. Слушайте, ну на самом деле, я думаю, что передач не хватит охватить весь спектр, так сказать,
девайсов, которые производит компания Sennheiser, которая находится здесь, но все-таки я хочу... Ты потом шкафы покажешь. Шкафы пройтись и показать. Сейчас мы возьмем камеру и пройдемся, посмотрим быстро, что здесь все-таки есть. Такая обзорная экскурсия, короткая. И самое главное, я хотел показать вам одну из самых дорогих вещей, которая когда-либо сделана была компанией Sennheiser. Могут ее позволить себе не все. У нас есть буквально 3 минутки, чтобы пробежаться по территории. И я хотел первый вопрос задать. Почему такой бардак здесь, Федя? Потому что ты пришел. Хорошо. Ребята, сейчас я стою перед входом в комнату, где находятся самые дорогие наушники Sennheiser. 3 миллиона рублей. Давайте посмотрим. Да, Тёмище, послушай. Это наши отцы-основатели с прародителем того, что вы сейчас только что видели, Орфеусом. Это одни из первых электретных ламповых наушников, вернее, наушников с ламповым предусилителем. Справа на этой фотографии Фриц Sennheiser, основатель нашей компании, и слева его сын Йорк Sennheiser. Это наш гениальный инженер, зовут его Сергей Созин. Все, что вы ремонтируете, все, что вдруг из неработающего превращается в работающее, это делает он. Да, я чиню все, что вы сломали. А сейчас мы пойдем сходим в святая святых, Сергей. Это как раз, собственно, та лаборатория, где все чинится, то, что вы сломали, доводится до ума, либо прям очень сильно кастомизируется под ваши пожелания, под ваши нужды. Ух ты. Это круто. Типичный размер компонента на плате 0,2-0,4. Если в миллиметрах, это получается миллиметр на полмиллиметра, так что без микроскопа как-то с трудом. Я получал профильное образование еще при Советском Союзе. Закончил техникум по специальности радиотехника. Дальше учился в институте. Институт уже немножко другой, по специальности САПР. Но в целом я работаю с электроникой достаточно давно, еще на самом деле со школьных времен, со школьного возраста. Я сам собирал много интересных вещей. Помнится, перепортил дома все часы, их разбирал, и собирать удавалось далеко не все. Но потихоньку начало получаться что-то собирать, потом собирать что-то свое. А потом, наверное, это стало, скажем так, основным занятием моей жизни, когда я что-то собираю, что-то чиню, что-то делаю руками. У меня есть к этому интерес. Есть одна штука, которой я очень сильно горжусь. Это сертификат РФ-специалиста, то есть РФ-эксперта, который мне выдан за подписью господина Sennheiser. Вот. Я очень крутой. А это мой друг Тем, он поет в наш микрофон. Они очень клевые ребята, и на сегодняшний день я считаю, что это единственная, пожалуй, одна из немногих рок-групп, которая делает музыку очень сильно по ферме. Скажу умную фразу. Для человека вода очень важна. Пейте воду. Для оборудования вода вредна. Берегите ваше оборудование от воды. Друзья, на сегодня хватит, потому что уже было слишком много информации. Я благодарен Федору за то, что он рассказал так много интересного. И Федор хочет сказать пару слов. За конкурс. За конкурс. Да, мы решили объявить конкурс. Тот, кто задаст интересный вопрос, который давно хотел задать напрямую Sennheiser, но у него не было такой возможности. Вот этот вот самый интересный вопрос мы отберем. И победитель получит вот такую ништяковую худи. Это капюшонка с логотипом Sennheiser. Видишь? Она на самом деле очень теплая и клевая. Слушай, классно. Я думаю, что мало кто может позволить себе задать вопрос напрямую Sennheiser. Федор с удовольствием ответит. Я, конечно же, помогу. Пишите свои комментарии. Федя, спасибо тебе большое. Было очень круто. Я сам лично очень много нового узнал. Я обожаю Sennheiser. Я не.